Записываюсь. Довольно еще пиздец. У меня всегда была какая-то тайная мечта снимать своего рода подкасты или просто видеоболталки. Просто хотя бы запись того, что я обычно говорю сама с собой или с друзьями, в общем, на какие-то такие около социальные темы. Сценарий к этому видео был написан еще в июле 23 года. Почему сценарий? Потому что это просто запись в моем дневнике, но я очень часто поднимаю эту тему с другими людьми и решила просто уже наконец-то записать видео, чтобы, может быть, это помогло не только моим знакомым, но и вам, дорогие мои зрители. В общем, я понимаю, что плохой свет, плохой звук, плохой макияж, все плохо. Но я устала, я уже не могу. Раз 5 я уже просто настраивала свет, камеру, все расставляла, делаю кадр и понимаю, что мне не нравится, и думаю, ну ладно, в следующий раз поставлю так, как мне понравится. Пускай я сделаю сейчас вот так, как есть, но я выпущу этот видос, потому что с 26 июля висит у меня сценарий, 26 июля. Сейчас на дворе январь 24 года. Откладывать больше нельзя. Так вот, тема сегодняшнего видео «Скажи мне, кто твой друг?» И я скажу, кто ты. То есть это одна из тех тем, где я все я знаю, я понимаю, но не внедряя в свою жизнь эти принципы. Получается, уже в июле 23 года я наткнулась на Reels, в котором мне очень понравилась мысль, я ее тоже разделяю. Чтобы повысить свой уровень жизни, тебе нужно найти друзей, знакомых, которые уже находятся на том уровне жизни, которого ты бы хотел достичь. Знаете, есть такая фраза, то, что если там у тебя 9 друзей-миллионеров, то ты будешь 10-м, если у тебя 9 друзей-алкашей, то ты будешь 10-м. Это правда имеет смысл. Наше окружение формирует нас, наше мышление, наше восприятие. И если в детстве мы не могли выбирать это окружение, там школа, родители, то есть мы впитывали все от родителей, от школы, и не могли это выбирать, то в осознанном возрасте мы уже можем выбирать то, откуда мы будем впитывать информацию, поведение, какие-то микропривычки, вот эти вот все невербальные штучки. Мы можем выбирать себе источники. Еще заранее, забегая вперед, к вопросу о том, а что делать с моими друзьями, вот, которые не миллионеры, да, что с ними делать, что их теперь все выбросить, что ли, на помойку, не общаться с ними, написать так им, все, ты не соответствуешь моим стандартам, я прекращаю с тобой общение. Нет, конечно. Просто нужно осознать то, что если вам с этим человеком по пути, если вы разделяете одни и те же какие-то ценности, если вы оба развиваетесь, растете куда-то приблизительно в одном направлении, то этот человек никуда не денется. Наоборот, если, например, вы начнете там заниматься собой, вот это все, а человек посмотрит и, может быть, вдохновится вами, и как раз-таки уже вы его подтянете к себе на этот уровень жизни. Если нет, то ничего страшного, это нормально. Типа пути расходятся, никто с нами не остается на всю жизнь. И то есть в какой-то период жизни вы были вместе, а теперь вы идете вот разными путями. И это нормально. Нужно научиться это понимать и принимать. Даже если дело касается друзей там, со школьных времен, друзей на всю жизнь, из детства. Если вы осознаете, что с этими друзьями, то есть вы вот сейчас видитесь, и после общения с ними вы не чувствуете какого-то прилива сил, а наоборот, то есть вы там, не знаю, сплетничаете, обсуждаете других людей, обсуждаете какой-то негатив, то есть после этого общения, наоборот, чувствуете, как будто бы энергии у вас стало меньше, и в целом ваши ценности сейчас не сходятся, то не нужно держаться за этих людей только из-за чувства ностальгии, потому что в какой-то момент, да, вы были друг другу поддержкой, опорой и вот это все, но сейчас, может быть, нет. И это тоже нормально. Писала это все в июле, на тот момент я еще практически только-только переехала, естественно, еще не обрела какой-то свой там кружок друзей, и начала думать. В первую очередь вам нужно понять и осознать свои ценности как личности, то есть что для вас в целом в этой жизни важно, к чему вы стремитесь, чего вы хотите достичь, о чем мечтаете, вот это вот все. То есть важно осознать в первую очередь именно свои собственные ценности. Во-вторых,
нужно понять, что вы цените в других людях. Потому что может быть такое, что вы весь такой креативный, сумбурный, такой хаотичный, но вы, наоборот, цените в друзьях там, педантичность, пунктуальность, вот это все. Может быть, наоборот. То есть вам важно понять, что вы цените в других людях. Вспомните последние все свои какие-то приятельские, дружеские отношения и проанализируйте, чем вас зацепил человек, что вам в нем понравилось. Не обязательно создавайте там табличку в Excel со всеми своими знакомыми, нет, конечно. Просто нужно именно понять, что вам понравилось в этом человеке и что вас заставляет продолжать общение с ним, чтобы понять, что вы цените в других людях. Да, конечно, большинство скажет, что это просто какой-то общий вайбик, но вайбик как бы сам по себе не складывается, он из чего-то состоит, и нужно вот этот вот вайбик, эту вот атмосферу разбить уже на маленькие кусочки и понять, а почему появился этот вайбик, что вас объединило. Может быть, это какой-то общий бэкграунд, там, вам нравится одно и то же кино, одни и те же фильмы, там еще что-то. Может быть, у вас чувство юмора одинаковое, может быть, вы там разделяете одну мечту. Когда мы выяснили, что нам нравится в других людях, что мы в них ценим, нужно подумать, а чем такой человек мог бы заниматься. То есть в моем случае мне хотелось найти каких-то интересных, креативных людей, и для себя я выделила то, что мне бы хотелось, мне бы было бы... То есть я подмечаю в людях, и мне было бы интересно познакомиться с людьми, которые читают, потому что лично я читаю не так часто, как хотелось бы, а когда я вижу, что другие люди читают, естественно, меня это мотивирует. Во-вторых, которые посещают какие-то выставки, музеи, мероприятия, в общем, вот что-то в таком роде, околокультурное просвещение. Люди, которые занимаются спортом. Это может прозвучать лицемерно, потому что я сама до 2023 года не занималась спортом вообще. Типа для меня этого не было в моей жизни от слова совсем. Но это нормально, это не лицемерно. Наши ценности могут меняться с течением жизни, наши какие-то интересы могут меняться. И это нормально, потому что сейчас я ищу друзей, которые занимаются спортом, потому что банально своим примером они могут меня вдохновлять на то, чтобы я продолжала этим заниматься. Вот, ну, там спорт, йога, в общем, что угодно. И я выписала этот пункт как на одной волне, то есть как раз-таки тут про интересы, бэкграунд и что-то, чтобы мы могли обсудить именно касательно наших интересов. Опять-таки, не стоит быть категоричным в выборе друзей. То есть у меня нету такого, то что так, читаете? Нет. На выставки ходите? Нет. Спортом еще не занимаетесь. И, наверное, инди-музыка вам не нравится. Это... Нету такого. Просто стоит осознать, что важно для вас в людях, и быть все-таки немножко более категоричными, потому что есть большая разница в том, например, вот у вас есть друг, да, вы в целом сходитесь по интересам, по ценностям, вы друг друга там поддерживаете, вдохновляете, все классно, но он иногда немного странно шутит. В целом на ваше общение это не влияет, и вам все равно нравится этот человек, поэтому вы его принимаете с этими его странными шутками и дружите дальше. Это одно дело. Другое дело, когда человек постоянно, например, как-то по-сексистски выражаются, по-расистски. То есть то, что реально не соответствует вашим ценностям, взглядам на мир, и вы на это закрываете глаза. В этот момент очень важно понимать, что каждый раз, когда вы закрываете на что-то глаза, когда вы терпите другого человека, то есть ни ребенка, ни вашего младшего брата, сестру, потому что в этот момент вы в позиции старшего, это нормально, а именно друга, приятеля, друга, знакомого, кого угодно, то есть человека взрослого. То есть каждый раз, когда вы терпите какое-то поведение, которое неприемлемо для вас, которое вы не разделяете, вы черпаете из своего ресурса. Чтобы закрыть, чтобы стерпеть, вы свою энергию черпаете. И вот думайте, хотите ли вы общаться с человеком, общение с которым заставляет вас вот каждый раз так себе вот так вот делать просто и общаться дальше. То есть вам важно понять именно ваши ценности и что для вас категорично в общении с человеком, а что нет. Я немножечко заболела. Зато благодаря этому я вот дома могу записать вам видосик. Когда мы определились с тем, чем наши потенциальные друзья интересуются, что они любят, следующий шаг — понять, где их можно искать. Например, если мне важно, чтобы мои друзья читали, то, возможно, я могу их встретить в каком-нибудь книжном клубе, на какой-нибудь ярмарке, где продают книжки. Понимаете логику, да? То есть чтение и место, куда ходят люди, которые читают. По йоге это тоже йога-семинары. Если мне нравится керамика, я иду на курсы по керамике. И здесь очень-очень важный момент — это то, что вам нужно
научиться ходить, гулять одному. Потому что пока вы не станете интересны сами себе, вы не станете интересны другим людям. Это нужно понять раз и навсегда. То, что вам должно быть комфортно ходить везде в эти вот места одному. Потому что если вы придете на какой-нибудь музей десятером, очень малая вероятность, то, что вы с кем-то познакомитесь, потому что у вас и так есть какая-то социальная ячейка. Если вы пришли один, так что-то походить, посмотреть, и вот находите такого же еще одного одиночку, то тут уже вероятность больше, то, что вы как-то, может быть, повзаимодействуете, там, ненавязчиво. Ой, а можете меня тут сфоткать? И просто завязать диалог. И здесь тоже очень важный момент, то, что от вас должна исходить легкость, классная энергия. Не нужно до такого, то, что «Привет, а ты тут один?» А может быть, ты станешь моим другом? Вот без этого, пожалуйста, никакой навязчивости. Но это должно быть легко, типа, «Эй, там, классная картина, да?» Ну, вообще, что-то такое, то, что чтобы человек понимал, что одновременно вы уверены в себе, и вам ничего не стоит сказать это ему. Вот. Но в то же время без какой-то надменности, то, что как будто бы вам вообще не интересно его мнение, то есть вы просто ненавязчиво к нему обратились. Если вас этот человек не ответит, вы тут не умрете, не расплачетесь. Это все должно быть легко и ненавязчиво. Но в то же время не бойтесь проявлять инициативу, потому что, скорее всего, второй вот этот вот одиночка точно такой же, вот, который пришел сюда и точно так же стесняется с вами заговорить. То есть ненавязчиво, но уверенно, вот так вот. И энергия, вот, классный вариант. Здесь очень могу посоветовать всякого рода мастер-классы, там, открытые микрофоны, вообще, что угодно. Тот же спортзал, главное, именно групповые тренировки. То есть то, где люди собираются вместе и делают что-то первый раз. Потому что вы приходите туда все чаще всего одни, либо там с какой-то еще одной подружкой. То есть это новая социальная какая-то социальная ячейка, какое-то общество, где вы еще друг с другом не знакомы. То есть вы все друг перед другом как белый лист. Во-вторых, вы занимаетесь чем-то все вместе первый раз. Это очень объединяет. Вот помните, где вы нашли большинство своих друзей? Скорее всего, на работе, потому что вы делали что-то вместе. Общее дело, правда, объединяет людей. И у вас, в-третьих, сразу есть тема для диалога. То есть это не будет так, то, что, извините, у вас там зажигалки не найдется, а действительно вам есть что обсудить. И тоже важно не делать это самоцелью, то есть не идти на эти мастер-классы, чтобы именно найти друзей. Как бы проявлять инициативу, но с такой позиции, то, что даже если я сейчас на этом мастер-классе ни с кем не познакомлюсь, земля подо мной не рухнет. Потому что я как раз-таки ходила на такой мастер-класс, и пришли, то есть я и две девочки, там, лет 14. Ну, естественно, мы с ними не особо поболтали, но я с удовольствием провела время наедине с собой и с керамикой. Вот в этом важный момент. Немножко еще вернусь к теме старых друзей. Действительно, если вы произошло несколько ситуаций, вы понимаете, что после общения с этим человеком вы, наоборот, чувствуете себя более опустошенными, у вас меньше сил, меньше энергии, и как-то у вас в основном ваше общение вызывает негатив, нежели позитив, не бойтесь прекращать такое общение. Действительно, если вы сомневаетесь, вы пишите на листочке, что я в этом друге ценю, что мне в нем нравится и что мне в нем не нравится. И как я себя чувствую после общения с ним искренне. Будете честными перед самим собой. Потому что, например, вот есть друг, и после общения с ним я чувствую себя чмом, потому что этот друг постоянно меня как-то принижает, надо мной шутит. Вроде бы ничего такого, это же просто шутка. Просто шутка. Но после общения с этим человеком я чувствую себя плохо. Вот будьте честны сами с собой. Если вы понимаете, что вам было бы комфортнее, было бы спокойнее, ваше самочувствие улучшилось бы, если бы вы прекратили общение с этим человеком, то прекращайте. Все в ваших руках, действительно. Можно ждать, пока оно само сойдет на нет, а можно самому просто прекратить это общение. Просто уйти или провести последний диалог, уже решать вам. С некоторыми людьми я прям прощаюсь, то есть говорю, да, все равно спасибо за все, что было там между нами, но вот сейчас типа я не могу продолжать наше общение, потому-то, или не хочу, или еще что-то. Я благодарна за все, что ты мне дал, но мне было бы лучше без этого общения. С кем-то я даже не прощаюсь, то есть какие-то люди, которые просто рандомно залетели в мою жизнь, я даже просто ничего могу и не писать. И я не чувствую себя плохо, потому что
Невозможно всю жизнь жить ради других людей и общаться с кем-то просто, чтобы его не обидеть. Потому что, я говорю, каждый раз, когда вы терпите кого-то, вы тратите свою энергию, вы тратите свой ресурс. Если вы весь день общались с людьми, которые вам не нравятся, которых вы ненавидите, то вы приходите домой и чувствуете себя опустошенным, потому что вы истратили весь свой ресурс. И на моменте, когда вы прощаетесь с людьми, общение с которыми не приносит вам радости, не приносит вам счастья, вам, конечно, очень страшно, потому что вы к нему уже привязались, уже все стабильно, классно. Да, вот он такой плохой, но зато я знаю все его недостатки. Очень важна тут разница. Да, вы их знаете, а вы их принимаете или вы их просто терпите? Если вы их принимаете, и вам комфортно, пожалуйста, конечно. Но если вы их просто терпите, то вот это уже другое дело. На самом важном месте камера решила перестать снимать. А основная, самая важная мысль, то, что, пожалуйста, не теряйте надежду в то, что в мире существуют люди, которым вы будете интересны, которым вы будете нужны, которые вас примут, которые вас полюбят. Такие люди правда есть. И после общения с ними вы будете чувствовать вдохновение, легкость, окрыленность и просто ощущение покоя в душе. И не стоит довольствоваться меньшим, то есть общением, которое вас не очень устраивает и которое не получается улучшить, потому что вы можете упустить намного большее. Спасибо вам большое за просмотр. Это видео стоило мне невероятной борьбы с собой, со своей тревожностью, со своим перфекционизмом, потому что не идеальная я, не идеальный фон, не идеальный свет, не идеальный звук. Я снимаю просто на iPhone. Звук. Я настолько давно хотела записать это видео, оно очень щекотало мои нервишки, потому что я это говорю просто всем своим друзьям и знакомым. И после этой мысли они такие: вау, спасибо, что сказала. Я очень надеюсь, что это видео тоже поможет вам изменить ваш круг общения, если вам он не нравится на данный момент, или наоборот найти еще более классных друзей и улучшить качество вашей жизни. Тут вот мой инстаграм, тут мой телеграм. Подписывайтесь, записывайтесь ко мне на фотосессии и до новых встреч.